Всем здравствуйте! Сегодня покажу вам, как связать вот такую вот красивую снежинку. Пряжа нам понадобится абсолютно любая. Ну, желательно, конечно, чтобы это была хлопковая какая-нибудь и не очень толстая. Можно даже такие какую-нибудь, ну, такая, да, чтобы тоненькая была. Итак, я делаю кольцо амигуруми. И туда, в это колечко, мы провязываем 6 воздушных петелек. И крючок я взяла номер 3. Так, первый ряд. И теперь мы, смотрите, колечко мы затянули и не соединяя как бы последнюю петельку с первой, делаю 3 воздушные петли подъема. И теперь сразу в первую петлю, посчитайте, у вас должно быть обязательно 6 петелек получится. В первую петельку мы провязываем столбик с одним накидом. Так, и сюда же провязываем второй. Итого у нас получилось 3 столбика. Делаем 3 воздушные петельки. И теперь в следующую петельку также делаем 3 столбика с одним накидом. Скажите, почему у нас первый получилось 3? 3 воздушные петли мы также считаем за один столбик. Так, 3 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли подъема. Таких нам нужно провязать в каждую петельку, и у нас итого должно получиться также 6 таких вот по 3 столбика, да, если считать. В конце сделали 3 воздушные петли подъема. И смотрите, ряд начинался также с 3 петель подъема. Мы в третью петельку сделали, соединяем ряд соединительной петлей. Теперь следующая петелька за ней идет, также делаем соединительную петлю. И следующий, который был столбик, также делаем соединительную петлю. Тем самым мы наше вязание переместили. Следующий ряд, и теперь мы делаем 3 воздушные петли подъема, и вот у нас вот эта вот арочка есть. В эту арочку провязываем 3 столбика с одним накидом и с одной верхушкой. 3 столбика с одной верхушкой. Так, и вот эти вот 3 петельки, которые у нас были в начале, получается, они четвертые. Делаем 3 воздушные петли подъема. И теперь сюда 4, получается, таких столбика с одной верхушкой. Делаем накид, провязываем 2 петельки, накид, провязываем 2 петельки, накид, провязываем 2 петли. Накид, провязываем еще 2 петли и остальные провязываем все вместе. Вот у нас с одной верхушкой такой вот получилось. Теперь провязываем 5 воздушных петель и переходим к следующей арочке. В следующей арочке мы также провязываем такие 4 столбика с одной верхушкой, между ними 3 воздушные петли подъема и еще один сюда же 4 столбика с одной верхушкой.
И таким образом будем вязать с вами до конца ряда. Так, теперь соединяем все это наше вязание в верхушку нашего первого вот этого столбика и делаем 3 воздушные петли подъема. Теперь сюда же, вот в эту же арочку, провязываем 3 столбика с одним накидом. И первые вот эти наши 3 воздушные петельки, они будут четвертые. Каждый столбик отдельно уже без верхушки. 3 воздушные петли подъема. И теперь сюда же провязываем еще 4 столбика с одним накидом. Теперь, где у нас были 5 воздушных петелек, мы туда вводим в центр и вяжем просто столбик без накида. Теперь у нас идет опять арочка между нашими столбиками. И вот сюда же мы провязываем по 4 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли подъема, и еще туда же 4 столбика с одним накидом в одну арочку, да, и таким образом вяжем с вами по кругу. Итак, теперь закрываем наш круг просто в первую петельку соединительным столбиком. Теперь в каждую петельку я буду провязывать, как у нас обвязка, столбики без накида. И смотрите, что мы делаем в конце. Столбик и провязываю 3 воздушные петли подъема и сразу в арочку столбик без накида. 3 воздушные петли подъема и сразу в арочку столбик без накида. Дальше обвязываем вот такие вот уголочки. В эти уголочки мы будем делать вот эти вот столбики без накида, воздушные петельки. Таким образом мы наши уголочки сделаем еще более такими видимыми, и у нас снежинка приобретет хороший такой вот вид. Ну вот и все. Легко очень вяжется и быстро. Вам легких петелек. Что непонятно, спрашивайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.